Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за прямыми эфирами, тем более они очень насыщены, разные события, умопомрачительное заявление. Все будем обсуждать с Игорем Мосейчуком, который прямо сейчас на связи. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Добрый вечер, дорогие зрители. Друзья, всем большое спасибо за то, что уже ставите лайки, за то, что подписываетесь. И несмотря на подсанкционность, такой характер носят каналы на YouTube на территории Украины, вы все равно находите возможность смотреть. Это очень просто. Меняйте страну в настройках. Подпишитесь на Мосейчука, телеграм-канал, YouTube-канал. Также подпишитесь непосредственно на этот канал, где смотрите видео. Александр Шелест. И не забудьте поставить лайк и проверить, есть ли уведомления у вас о новых видео или свежих прямых эфирах. Как всегда, традиционно наш формат... И друзьям подскажите, как нас посмотреть. Ну, конечно, общаемся. Давайте общаться. Тем более, что кажется, что вот мы приходим к какой-то очень интересной точке. Значит, формат эфира очень простой. Вы непосредственно, скажем так, участвуете в нем, задаете вопросы по QR-коду. Милости прошу, они прозвучат в первых рядах. Так, в клубе зрителей Шелест, а также в сообществе YouTube есть место, где можно оставить вопросы для финальной части программы. Игорь Мосейчук активно их использует для своей рубрики, поэтому не горюйте, как говорится, если не дошла очередь или там Шелест пропустил ваш вопрос. Игорь Владимирович обязательно на все ответит. Ну, вот немного позже, поэтому подписывайтесь и, конечно, очень рады вашему участию и вашим комментариям. Читаем комментарии каждого. Значит, начинать наш эфир я предлагаю с опроса традиционно. Как вы относитесь к уехавшим украинцам? Что меня подтолкнуло начать и, в принципе, поговорить на эту тему с вами? Это Алферов, директор Института нацпамяти, который говорит, какие-то не такие украинцы. Слушайте, вообще так мало выходят на митинги, вот это вот все, скажем, по-русски говорят там за границей. Что это с ними такое? Не-не-не, давайте как-то вот их. И параллельным образом очень классно сочетается его заявление с сегодняшней новостью о том, что 57 украинцев из Варшавы с концерта Коржа бегали там с флагами УНА-УНСО, выпроводили, так сказать, депортировали. Туск об этом сегодня рассказал. Значит, опрос звучит, как относитесь к уехавшим украинцам, и варианты. А это предатели и уклонисты, несчастные люди без крыла и двора, трезвомыслящие и изгнанники, выгодополучатели продолжения войны. Ну, этот вариант имеет в виду не то, что там им выгодно, чтобы война продолжалась, имеется в виду, что только закончится война, их попросят из Европы, так сказать, поэтому они, ну, вот, собственно, за то, чтобы война продолжалась, поэтому так вот активно отстаивают границы 91 года. Что скажете вы по поводу этой темы? А какой первый вариант, я не услышал. Ну, как предатели и уклонисты, традиционный. Ну, смотрите, я скажу так. Я бы ответил все 4 вопроса. Ну, все 4 варианта. Потому что абсолютно разные люди. Абсолютно разные. С абсолютно разными целями. И абсолютно разными историями, жизненными историями, как попали за границу, кто как что сделал, ну и так далее, и так далее. Поэтому я бы сказал так, Александр. Мой ответ – все 4 варианта. Кого-то больше, кого-то меньше. Самое больше, мой вариант, это людей без кова двора. Это самое больше. На втором месте я бы поставил тех, кто вынуждены были уехать, чтобы их не грохнули. Грубо говоря, не грохнули, либо не утилизировали на фронте, либо не грохнули власть за их позицию. Есть, конечно, процент соотносительно небольшой, он практически одинаковый, первые и последние варианты, ну, по процентному, по моему мнению, соотношению. Люди, которые выгодополучатели, которые лежат на завалке, на диванчике и получают пособие и думают, хай там война идет, мы ж, пока она идет, деньги получаем, а закончится, надо либо на работу идти, устраиваться, либо возвращаться.
Есть такие. Ну и, понятно, есть те, кто ухилянт, ну, а есть и те, кто предал. Их вообще немного, но есть. Ну, нельзя говорить, что нету. Есть. Поэтому, ну, вот такое процентное соотношение. Люди разные. Теперь в отношении Алферова и его заявления. Смотрите, я знаю Александра лично, если бы я его не знал, ну, подумал бы, что... Я думаю, что, во-первых, место сидения меняет точку зрения, а во-вторых, ну, не по адресу, на банковую, на банковую, на банковую, потому что люди, притом говорящие на разных языках, первые месяцы войны, находясь за границей, выходили на митинги. Таких митингов за границей не видела, ну, очень и очень и очень. Но зеленые гниды с Банковой, вот эти вот товарищи с партии «Слуга народа», вот, другие, они сделали все, чтобы этих людей оттолкнуть от Украины, от всего, что связано со страной. И каждый год, даже в годовщину начала этой трагедии, ну, начала большой войны, выходит все меньше и меньше украинцев. Это не потому, что даже кто-то устал, а это потому, что там сидят те, кто наживаются. Потому что, чтобы выехал родственник, надо дать взятку 10-20 тысяч. Потому что, чтобы оформить документ, или вообще ты ее не оформишь, или опять неси взятку за границей. Посольство, ну, если это можно так назвать, потому что я считаю, что зеленые гниды изнасиловали украинскую дипломатию, превратив ее в непонятно что, даже слов подобрать нельзя. Если бы только дипломатию, да. Не, ну мы в данном случае говорим, изнасиловали дипломатию. На должностях остались те, кто носит, знаем таких послов, там жены фонды открыли помощи Украины, ну и делятся. Или с консульских услуг, с этих бедных, которые без кола и двора, которые собирают. А там, где ну, были профессионалы, вместо них можно инструкторов по миньету отправить. Или проворовавшихся Гусевых. Или там коррупционерку Венедиктову, которая шмотками с Санаханда взятки брала, а в Швейцарии попалась с торбой денег. Вот. Ну и так далее, и так далее. То есть уровень украинской дипломатии, который был, кстати, на довольно высоком уровне среди стран бывших Советского Союза, он просто опустился, ну, даже не к плинтусу. Поэтому вот это все в комплексе оттолкнуло украинцев. И Алферов, он пошел не по этому самому, не по назначению, на банку. Ну, если не стыкотно, то надо зайти и сказать: Владимир Александрович, Андрей Борисович, харе хней мается, и украинцев, которые за границей, отталкивать. Теперь по поводу языка буквально одной, Александр, репликой, одной. О языке среди украинцев за границей будет иметь, говорить право тот чиновник украинский, который откроет хоть в одной стране пребывания этих украинцев хоть одну воскресную украинскую школу. Все, закрыли тему. Ну, вы подонки, что вы сделали для того, чтобы... Вы знаете, что ходят матери некоторые
которые с русскоязычных абсолютно регионов хотят научить детей украинскому языку. За границей книжку купить невозможно. Вы организовали хоть что-то? Ничего не организовали. Тогда завалите хлебальник и сидите молча. Это не касается в данном случае Алферова, он пока 3 дня, ну, как бы на должности. Но начало неправильное. Надо было бы по-другому сказать, что, ребята, а что Институт национальной памяти должен сделать, чтобы детки за границей украинские не забыли украинский язык, украинские традиции, ну и так далее, и так далее. Ну, Да, это друзья, мое... голосуйте, пожалуйста, в этом опросе. В конце подведем итоги. На самом деле сюда, в эту же копилку, И еще, пока еще далеко один, не ушли, в эту копилку еще Александр, сегодня еще было... один момент. Вы подняли один вопрос про депортации украинцев с Польши. Хочу отреагировать буквально немного. Во-первых, там флаг был не УНАУНСО, а красно-черный революционный ОУН. Это такое уточнение просто. Во-вторых, смотрите, дуже интересный момент. А я вот не знаю. А может, эти ребята приехали с Украины для того, чтобы побегать и массовая депортация начала завести кого-то. И выталкивание с Польши украинцев, потому что мы знаем позицию Зеленского, знаем позицию всех зеленых гнид с Банковой, что надо сделать нестерпную жизнь украинцев за границей, чтобы они возвращались. Я не знаю этих ребят, кто там бегал, но я считаю, что нельзя, если есть какие-то правила в стране, где ты пребываешь, ну это не тебе и не нравится, не пребывай в той стране. Ну и поедь в другую страну, где можно свободно ходить с этим флагом. А вот тут поляки считают, что это неправильно. Ну и плюс там были хулиганские действия. Там были белорусы, которые в них принимали участие. И все. Давайте посмотрим на тех, кого депортируют, когда они въехали, откуда они, ну, понимаем, да, и Ну, вот так эти этого все... не покажут, вы прекрасно Не, понимаете. я думаю, что мы через польскую сторону, я думаю, что я это узнаю. Это интересный момент. Ну, вполне Э, возможно, да, засланные казачки. Александр, и А, последняя рысочка, последняя. Я буквально несколько дней назад пребывал в Хельсинки, в Финляндии. Там в центре города стоит памятник Александру II, ну, российскому императору, который. Ну, как известно, а вокруг на всех зданиях сине-желтые флаги. Но памятник сносить никто не собирается. Ну, я там написал пост, а прибегают и говорят, вы должны его снести. Да не должны украинцы со своим уставом лезть ни в какую страну. Вот нравится этой стране, что у нее стоит памятник Александру II, вот пускай они и разбираются. Прекратите навязывать свое всем вокруг себя и всем странам вокруг себя. Ну, тут еще в эту копилку, чтобы уже, как говорится, 2 раза не вставать, у нас есть спикер, да, глава. В общем, пограничник Демченко говорит, слушайте, вот эти, а вчера буквально 19 мужиков завернули, поймали на границе, на Словакию пытались перебежать, их там тепловизорами засекли, вот эти бригады поехали пограничников, лицом в землю уложили, так сказать, не выпустили из страны. И говорит, эти факты, они плохо отражаются на имидже Украины. Так вот почему граница на замке. Потому что, чтобы имидж не портить, а то, получается, перебегают без штампа о выезде, просят политическое убежище, защиты, бегут от войны и, как говорится, портят имидж, а также мы потужнее и незламнее. Поэтому это, конечно, замечательные слова в отношении тех, кто уехал. Александр, ну, дополняя эту историю, я хочу публично обратиться к этим 19 парням, которые были задержаны.
если кто-то из них, родственники нас смотрят, знакомые, передайте им. Пускай выйдут на меня и сообщат, сколько денег за переход границы, кто из них заплатил и насколько их киданули вчера. Чтобы, ну, уже ж картина маслом была, как говорится, а не просто там, как говорят, какова Мазова. Ну и плюс, вы же понимаете, направление Словакии, ну оно специфическое, там точно, видимо, давали. Ну, то есть, тут А как бы... давали, ну что, на любом направлении дают. Там есть моменты ну, перехода, но это не массово, не вот такие. Вот такие вещи, это только за деньги. Я приблизительно могу сказать расценки сейчас. Если оптом, то от 8 до 12, а так от 10 до 20 доходит. Значит, буквально перед нашей встречей с вами, мы сейчас в прямом эфире, 19:21 на часах, выходит «Корьера Делла Сера», да, итальянское издание, и, в общем, выдает очень интересный материал. Значит, переходим к главной теме. Это будет несколько дней прям бурлить и штормить по-настоящему. Это встреча Путина и Трампа на Аляске. Зеленский то туда едет, то уже не едет. Financial Times показала как бы стрелочка. Аляска туда, Зеленский туда. Уже есть четкие подтверждения сливы, что с российской стороны, что не будет никакого Зеленского. Даже рядом не приедет, не посидит, не подождет, пока его там позовет Трамп, когда Путин уедет или как-то так. В общем, этого всего не будет. То есть зря нас кормили туфтой. Ну вот итальянцы пишут. Они цитируют, что интересно, представителя российской стороны, советника Суслова, Дмитрий Суслов. Но он как бы там сложно, он эксперт, конечно, да, известный, но вот настолько близок, его просто позиционируют как чуть ли не советника по всем внешнеполитическим вопросам. Ну не важно. С ним пообщалось издание и говорит, что Путин смягчил свои условия. Среди условий это вывод войск с Донбасса, имеется в виду Донецкой области. В свою очередь Россия уходит из Сумской, Днепропетровской, Харьковской при сохранении на других направлениях линии фронта, ну при заморозке вот этой линии. Украина обязана не вступать в НАТО, демилитаризация и конституционная реформа по поводу федерализации подразумевается российской стороной, ну и двухстороннее соглашение с Соединенными Штатами без участия Украины и Европейского Союза намечается на Аляске. Если Украина откажется, тогда Путин хочет, чтобы Трамп полностью умыл руки и ничего не поставлял в Украину никаким боком, никаким образом, что, в принципе, Трамп сам лично подобные вещи говорил во время вчерашнего пресс-выхода. Насколько это похоже на правду, то, что написали со ссылкой на Дмитрия Суслова, и как вы видите процесс, который разворачивается вокруг Аляски? Смотрите, Александр, я вам скажу так. Ситуация следующая. Она, ну, просто, мне кажется, что совпадает с этим на 100% с тем, с чем едет в кейсе российская делегация, ну, во главе с Путиным на переговоры, да? Возможны ли подвижки? Думаю, да. Чего они могут касаться? Они могут касаться территорий Херсонской, Запорожской областей по причине Кинзбургской косы и тому подобное, по причине несоизмеримости территорий, об обмене которой говорил и Трамп, и только что вы процитировали Суслова, правильно? То есть вот тут вот, ну, возможен диалог между Трампом и Путиным. Плюс очень важный момент. Я почти уверен, и мои американские источники это говорят, что Трамп хочет, Украина требует гарантий, да, от Соединенных Штатов, Россия требует, чтобы наоборот
полный отказ от НАТО, ну и так далее, и так далее. Трамп хочет впрыгнуть, ну он же коммерсант, это все знают, он как раз эти сделки заключает. Он хочет создать консорциум с Российской Федерацией по украинской ГТС. Ну, Украина там будет на какой-то процент за транзит, ну, получать какие-то деньги. Он хочет впрыгнуть в атомную энергетику, и он очень торгуется, я знаю, за ЗАЭС, чтобы она получила статус экстерриториальности, тогда не будут претендовать на другие, ну, кроме Кинсбургской косы, территории, вы поняли, да, этого самого, Запорожской и Херсонской областей. И он в нефтегазовый комплекс очень хочет войти. Ну, вернее, не он, а ввести свой бизнес. И он считает, что это будет достаточной гарантией, ну, плюс портовая частичная инфраструктура, что это будет достаточной гарантией, что войны с Украиной больше не будет. Потому что американский бизнес будет иметь практически основную часть украинской экономики, и это станет гарантией для того, что дальше никто ни на кого нападать не будет. Плюс он рассчитывает на этих активах делать бизнес с Россией, не с кем-то, а с Россией. И, соответственно, брать Украину в долю малую, и, соответственно, это будет гарантией. Ну, мы понимаем, что ГТС без российского газа – это груда металлолома, то есть тут однозначно не может быть ничего. В атомной энергетике российский уран как был, так и остался, несмотря что на многих станциях кассеты поменяли, да? Но уран-то российский в кассетах, в оконцовке. Портовая инфраструктура, ну, самый жирный кусок, Одесский припортовый, и он и так без сотрудничества с Россией, непонятно тоже, то ли груда камня, то ли металлолома. Ну, понимаем, да, то есть это сам. Выгодно ли это Украине? Ну, конечно, не выгодно. Но если другой вариант, ну, вопрос. А ответ висит в воздухе. А Зеленский предлагает другой вариант – война. Война выгодна глобалистам. И она выгодна уже даже не как просто война, там, прожарка, как раньше, России или чего. Нет. Она им выгодна как война против Трампа. И продолжение войны – это как раз сорвать соглашение между Трампом и Российской Федерацией. Тут геополитический интерес европейских лидеров, глобалистов и тому подобное. Сорвать сделку, потому что сделка, она на самом деле будет касаться, по той информации, которую я имею с Вашингтона, общался и вчера, и сегодня, и в эфирах общался с консультантами политическими, в том числе администрации Трампа, ситуация выглядит так. Украина занимает в кейсе подготовки к встрече от 17 до 25% в разных моментах. Арктика, освоение Арктики, освоение шельфовых вод Сахалина, в чем очень заинтересован как раз Дональд Трамп. В принципе, и Россия, потому что вкладывание денег и тому подобное. И Трамп предлагает совместными усилиями работать над развитием Аляски. И северные торговые пути. Почему раньше и была риторика, она и остается, просто она более умеренной стала в отношении Гренландии, да? Потому что это северные торговые пути. Украина занимает где-то в среднем 20% с этого всего. Украина есть ключом. Глобалисты это понимают.
ключом к другим вопросам. Не решив украинский вопрос, Трампу очень тяжело будет решать другие. Они это понимают, и они всеми возможными методами действуют, используя своего фунта зеленого, действуют для срыва этой встречи, для срыва этой сделки, этого соглашения. Вот где-то так. Что такое обмен территориями? За последние четверо суток это обросло, ну, какими-то уникальными, просто необыкновенными вариантами. Даже вот тот пример, сценарий, который свежий только что появился в итальянской прессе, даже он предполагает вот этот обмен, ну, части на части. Но его же, по сути, Зеленский отверг. Он сегодня выступал, ну, тоже как бы двояко выступал. Говорит, нет, там, да, вот Трамп говорит, Конституция, получается, воевать позволяет, а договариваться нет. Что это за Конституция такая? Зол Трамп, раздражен по поводу Зеленского. Ну и сам Зеленский, с одной стороны, конечно, все отвергает, отметает, говорит, там, есть то, что в сердце, есть то, что в Конституции. Однако, война за независимость, а Украина выстояла, представляете, все, можно объявлять победу. Смотрите, давайте начнем с обмена, с разных вариантов, чем может окончиться Аляска, а потом перейдем к выстояло, потому что, я думаю, там надо взять глобально все эти заявления, которые он наделал с молодежью общаясь. Значит, смотрите, Александр, первое, что такое обмен территорий? Россия предлагает освободить эти территории в обмен на то, что украинские войска выйдут с других территорий. Это и те, и другие украинские территории. Вопрос дальше. Трамп хочет там поторговаться еще за территории, ну, то, что я рассказывал уже, не буду повторяться. Какой будет торг? Ну, умеет торговаться Трамп. Мы с вами это не раз, ну, видели. Возможно, и тут что-то, ну, будет другое. Значит, тут ключевой момент, согласится ли Зеленский. По состоянию на сегодня Зеленского риторика, что он не согласен. Знаете, поведение напоминает, что хвост виляет собакой. Вот. Дело в том, что, ну, вообще это, знаете, когда надо собаку приручить, то если она ухоженная, хорошая, все, то ее погладят. Бутербродик дадут какой-то там или кусочек колбаски, да? А если это шелудивый зеленый пес, то на него есть батаги. На нашего есть 3 батага у Трампа. Первый. Если Зеленский откажется от принятого решения на Аляске, выйдет Трамп, скажет, я умываю руки, он это объявил, я умываю руки. Вен сказал, хай приходят европейцы, покупают сами вооруженников без Америки, ну, оружие. Вот. Ну, это не произойдет. Если произойдет один раз, то закончится, ну, опять же, катастрофа. Закончатся деньги, да. Ну, понятно, потому что оружейники вылупят цены. Ну, вы понимаете, это ж, ну, все история. Ну, мы не можем запретить им продавать. Но мы же цены не устанавливаем. И вообще, это не наша война, это война Байдена. Это один батог. Тогда провал на фронте, тогда обвал на фронте, тогда угроза. Потом эти же европейцы бегут вот так вот к Трампу, говорят, Дональд Фредович, поговорите с Владимиром Владимировичем. Дональд Фредович выходит, но условия уже
еще в 100 раз хуже, ну, чем сейчас. Это один вариант развития событий и один баток. Второй баток – это легитимность. Ну, выходит Трамп и говорит, а кто ты вообще такой? Согласен ты, не согласен. Твои полномочия закончились тогда, тогда, тогда. Кстати, вчера Дональд Фредович намекнул, что он ознакомлен с Конституцией Украины. Хоп, и все. И начинается трансфер в парламент, то, что мы не раз обсуждали, появляется какой-то спикер ВО, который все подписывает, все. Это второй вариант. И второй батух. Третий батух – это коррупция. Сегодня в Болгарии происходят обыски, массовые обыски по делу о снарядах, о которых мы, помните, у вас в эфире говорили, я зачитывал эти бумаги, потом мы их передали в Америку, долго это все крутилось, Financial Times написала, потом, ну вот пришло. Ну, я не знаю, почему они так долго запрягают, ну, я понимаю, что это тоже дело, болгарские фирмы, там сейчас обыски идут, все. Они включают по всех направлениях вывод в Оман денег привата, вывод в Арабские Эмираты денег, покупка французского банка, Укрнафтобуріння, квартиру Миндича одевают прослушку эту на голову. И народ говорит, сука, ну мы что, за это в танке горели? Ну это военные говорят. А гражданские говорят, а мы за это под шахедами и ракетами сидели. Ну и выносят парня. Или парней, вернее. Или девочек. Не знаю, как ну, охарактеризировать. Есть четвертый вариант без батага. И я не исключаю, что он уже реализовывается. Просто мы его еще до конца не можем увидеть. Но, смотрите, вчерашний прорыв. Вот не было прорывов, да, вот таких глобальных, которые угрожают чуть ли не отрезать весь конгломерацию, да, не было. А тут бах, и вчера произошло, за 3 дня до этого самого. Вы Да, думаете, заметают следы? не, смотрите, Александр, сейчас рассказывают, что вони мужно, потужно отправляют силы бороться с ДРГ, что все, кто говорят, что был прорыв агента Кремля, ну, правда, среди тех, кто говорят, 90% солдат, которые офицеры, которые там воюют. Получается, агенты Кремля защищают страну, там, понимаете, да? Ну, то такое. Значит, что я думаю, что может быть? Они могут, а учитывая то, что мы вчера слышали от военнослужащих, да, оттуда, что командование неэффективно, командование, ну, провал лежит на командовании. Они могут, чтобы не выводить войска, имитировать сдачу территории. Для того, чтобы сохранить свое политическое то ли лицо, то ли ИПО, не знаю, ну что-то такое. В подтверждение этой версии говорит то, что россияне не сильно сопротивляются, там 1 или 2 населенных пункта села на Сумщине, вы видели, Ну, да? так это какой-то цирк. Притом, Нет, оказывается, подождите, это какой-то цирк. Сначала это вчера все рассекретила Безугла. Было село Бессаловка, а там в районе Теткина. я там не про Бессавовку, я там про другие. Подождите, так я же вам говорю о том, что Бессаловка. А ее не было этой в сводках Генштаба как захваченная территория. Не было. Освободили, зачистили. Сегодня появились еще 2 села. И тоже смотришь на сводку Генштаба, а их нет, как захвачено. Александр, это может быть опять же фиглярство зеленых, гнит. Ну, они ж любят это. Даже как в цирке, понимаете? Следите за руками.
Там сдаем, тут типа освобождаем, а на самом деле ничего не освобождаем, а то, что это самое. Сохранить лицо. Такой вариант возможен Вопрос перед кем? перед избирателем. Нет, кажется, что не перед избирателем. Вот понимаете, в чем трагедия? Я сегодня, я тоже думаю, вы слышали, вам попадался этот Корчинский, «Братство». У него вообще, в общем, его поплавило полностью, там мозг, наверное, превратился в сырок плавленый. Говорит, значит, я жду, когда там сопротивляющимся ТЦКшники будут открывать огонь, а потом, когда там все утихомирится, мы будем брать этих бурятов, отправлять, пускай там наводят порядки. Короче, такое абсолютно. Ну, он защищает ТЦК, очень специфическое мировоззрение. И вот в этой же, кажется, вот мне почему, вот это кажется для внутреннего потребления. А то, что они сейчас делают, выставляя какие-то победы, эти села, это прежде всего для будущих, нынешних, дефис будущих спонсоров войны. Нет, Спонсоров, которые нет. будут давать деньги дальше. Есть два варианта, Александр. Есть вариант, который вы, предполагаете, и есть вариант тот, который, говорю, предполагаю я. Я не исключаю, что идет игра по планомерной сдаче Донбасса, чтобы сохранить свое политическое нутро и лицо, не знаю что. И показать, что мы тут где-то продвигаемся. Теперь смотрите, почему я заговорил о выборах. Потому что когда я увидел вот эту историю о встрече с молодежью закрытой, да, которая там вот сегодня имела место, Ермак там был, Стефанчук сидел, и Зеленский главный спикер, то у меня первая мысль пронеслась. Выборы, зеленые гниды, ППП. Как в той песенке. Ради которого все это и писалось, да. Да, это самое. Да. Вот. Потом думаю, еще есть один вариант, учитывая протесты, которые, вот недавно, да, были, что давайте, может, мы эту молодежь купим какими-то вещами, и она никуда не будет выходить, слушать этих всех. Я разобрал подробно эту всю историю и скажу вам так. Вот смотрите, он говорит, я инициирую, чтобы могли выезжать эти самые молодежь, мальчики с 18 до 22, да? Но, говорит, решение за правительством, вот если они меня услышат, во-первых, это первый цинизм. Цинизм номер один. Не было никакого правительства Гончарука, не было никакого правительства Шмыгаля, и нету никакого правительства Свириденко. Есть правительство Владимира Зеленского и Андрея Ермака. Нету других. Нету. Там фунты сидят, вот просто. И все решения принимаются на банках. Это один момент. Первый цинизм. Второй цинизм. Если ты понимаешь, что будет заморозка или будет какое-то соглашение, будет избирательная кампания, ты открываешь, и эта молодежь дружно, процентов 70-80, Александр, без сомнений, хоп, и покидает страну. Они в Украине на выборы так ходят, молодежь, вот так вот себе. А там, за границей Украины, они вообще никуда не пойдут. Они скажут, слава Богу, свалили. Это второй цинизм. И смотрите, третий. Ты превратил страну в концлагерь. Нарушение Конституции, законодательства, введен запрет на пересечение границы отдельной взятой дискриминированной группой граждан, да, возрастной,
по полу, да, ну, определенный. И ты теперь говоришь, как властитель человеческих судеб, жизни, ладно, крепаки, я эту группу уменьшу. Понимаете, ну это просто какой-то цинизм. Потом говорит, ребята, я вам подыму с Нового года стипендию. Сейчас стипендия в среднем 2000 гривен. Во-первых, у нас стипендию получает очень небольшой процент студентов. Во-вторых, поднять ее реально можно приблизительно как пенсию на 100-150 гривен. Ну, то Ну, он есть, обещает 8000. не, ну, послушайте, обещать же не значит жениться. Выборы, если будут, они будут скорыми, ну, быстрыми. А То те есть, школьники, которые сдадут вот это ЗНО, НМТ, ну, в общем, экзамены, давайте так проще называть, на высокий балл, получат от президента стипендию десятку, 10 тысяч гривен. Вообще какая-то, я не знаю, такое ощущение, что я помню примерно период, ну, как по духу, хотя время было другое, и сейчас вообще вспоминаешь и ностальгируешь по этому времени. Это когда объявлялись выборы, и каждый регионал в своем регионе, там князьки определенные, доставали из-под матраса вот это вот сумки, поближе и начинали ходить с ним. доставали пачки долларов, и вот это все, и тогда прям регион, ну там и от пекарни открывались, и вот это и все, и детские площадки ставились, и студентам помогали, и вообще, и прям как хорошо становилось на душе. И сейчас, похоже, такая история. Да, мы на пороге. Мы на пороге. Я вам скажу так, мы на пороге. И скажу так, смотрите, что мы имеем? Мы имеем несколько вещей. Если будет избирательная кампания, кроме вот этого засева, вот этих всех обещаний, которые мы уже сегодня слышали, надо будет принимать какие-то серьезные технологические шаги. Почему? Потому что, во-первых, э, мира, условием мира является проведение выборов. То есть, насколько я понимаю, перемирие, выведение войск, обмен, ну, обмен территориями, перемирие и выборы сразу же. А потом уже все, ну, остальное. Кстати, очень интересный момент. Ни Трамп, ни Путин не говорили о том, что надо будет подписать соглашение с отказом от территории. Не от контроля, ну, вы понимаете, да, это самое, а что все, мы отказались. А Зеленский бегает и всем продает Конституцию, ну, на пару Стефанчуков, что там запрет и так далее, и так далее. Ребята, ну, если так скрупулезно подходит Трамп, подходит Путин, зная Конституцию, они не будут просить подписать то, что завтра может быть денонсировано. Что тогда такое что будет подписывать Зеленский? Зеленский вообще ничего подписывать не будет. Подождите, Трамп сказал, что Зеленский кое-что Ну, подпишет. Трамп сказал, что он в Россию едет. Понимаете? Ну, Александр, ну не будет Зеленский подписывать ничего, и Путин это, ну, уже несколько раз говорит. Временные соглашения подпишут какие-то представители там Минобороны, Кабмина, еще кто-то, кто обладает легитимными полномочиями. Его обнуляют, его на Аляску не пускают, потому что это условие прилета Путина туда. Понимаете? Вот все. Вопрос в другом. Если бы он любил страну, как там в его песне, да, то он бы ушел и сказал, ребята, вот вам легитимные исполняющие обязанности, вот вам парламент, ну, легитимный. Вот
Понимаете? Но он этого не делает, потому что они как эти действительно гниды воши в этот кожух вцепились в власти и все. И их не вырвешь оттуда, не вытравишь, диквофосом не выгонишь. Никак. Понимаете? Плюс до того, ну, мне многие говорят, вот Путин может его преследовать, поэтому надо дать гарантии. Я говорю, Путин его наградить должен. Потому что никогда бы не было бы всего того у России, что сейчас они получить могут, если бы не было бы Зеленского. Вот смотрите, вот книжечку берем, вот воспоминания бывшего главы ЦРУ тут есть. Барца. Говорит, прилетел в октябре 21 года в Киев, встретился с Зеленским, сказал, что будет вторжение Зеленскому. Сказал, что в россиян план, по данным ЦРУ, высадится в Гостомеле десант, ну так как это и происходило, да, впоследствии. О всем предупредил в октябре 21 года. Приблизительные даты, ну определил, да, когда это произойдет. Что сделал Зеленский? Зеленский взял из Гостомеля, вывел подготовленную бригаду Нацгвардии со стингерами, которые могли этот десант сбивать, и оставил там срочников, которые практически все погибли, защищая аэродром. Понимаете? И Поэтому, праздник объявил. Я же помню да, и четко. правильно. 16 февраля, день единения украинцев, Да. все с флагами, Поэтому, бюджетники эти бедные. Это 16 число, это просто первый день, когда ждали вторжения. Ну, да, вот, да, 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 потому да. что... А я себе думаю, ну, а зачем ему гарантии от России? Может, ему Владимир Владимирович орден вручит, Героя Российской Федерации. Смотрите, земель сколько подарил. Денацификацию провел. Что там еще он сделал? Понимаете? Поэтому, ну, тут вот вопрос такой по поводу гарантий. Мне говорят, ему дают гарантии, предлагают. Но он их не до конца... Почему они не идут на гарантии? А я объясню почему. Ребята, гарантии дают от Российской Федерации. Так они ее и так не боятся. Потому что он приезжает на фронт, прилетов нету. Покушения только сказочные, мы все знаем, их там 100 чеченцев убили, 250 еще кого-то, понимаете, обезвредили. Все хотели убить, никто даже не покушался, ну такое. А вот гарантий от коррупции никто же не дает, понимаете? Их никто не дает. А я вам скажу, ребята, берем решение любимой страны, ну, Британии, да, Владимира Александровича и его соратников, решение Высокого суда Лондона и Уэльса по делу Приватбанка, оно у меня есть в оригинале, в профессиональном юридическом переводе. Я сейчас заявление готовлю о преступлении, потому что там четко выписано ОПГ. Организованная преступная группа по отмыванию и укрывательству активов. Так вот, одним из эпизодов есть укрывательство активов на счетах офшора квартала 95, учредителем которого являлся Сергей Шефир и Владимир Зеленский. Потом Зеленский вышел, ну, когда был избран президентом, потом признал в эфире ICTV, это видео имеется тоже в наличии, что он туда деньги выводил. Правда, почему-то не сказал, почему он их после избрания президентом в страну не вернул. Он говорит, вы же помните, при Януковиче надо было прятать деньги за границей. У меня вопрос, ну если ты пришел к власти, что ты свои деньги не вернул? А я скажу почему. Потому что это ворованные деньги привата. И когда скандал этот Panama Papers начался, то эти два
Шулера, Зеленский и Шефир вылетели в Оман, открыли там счет и перевели туда денежки. А потом, со временем, догоняя других людей, они еще и санкции ввели на Андреуса Софоклиуса, который является держателем, ну, этого офшора. Я удивился. Помните, у вас в эфире обсуждали? Ну как это? Сами на себя санкции ввели. А офшор-то уже был пустой. Они деньги вывели в Оман. Есть три страны. Вот вчерашний даже скандал, публикация в турецкой газете, там сомнительная газета, но сам факт, что Гмырин есть. Гмырин занимался коррупцией, его преследуют за это. Он скупал недвижимость, то есть все, что описано, ну, несмотря на издание, оно плюс-минус соответствует действительности и должно быть проверено на БУСАП, ну, всем. Значит, есть три страны, в которых не действуют законы о публичных персонах. Ну, это не там где-то и в Африке есть, но я имею в виду развитые страны. Это развитые страны глобального юга. Это Оман, который мы вспоминали, куда денежку вывели эти парни. Это Саудовская Аравия. И это Объединенные Арабские Эмираты, где обитает Гмырин, где Варахами счета есть, я точно знаю. Ну, еще в Венесуэльского квартира и в куче зеленых нит разные, ну, другие активы. Там не действует закон о ПЭП, поэтому может депутат на себя оформить или министр, на жену, на кого угодно. Понимаете? Ну, то есть неважно, там не действуют эти законы. Вот туда они вывели денежку. Поэтому, смотрите, от уголовных дел, как у шелудивого пса блох. И, естественно, после окончания этой всей истории будут догонять. Поэтому либо выиграть, а потом, дай бог, стать похожим Так, и на... кто будет догонять? Подождите. Что? Антикоррупционеры будут, и местные, и чужие, и новая власть будет. Все будут, за деньги будут догонять, за украденные, за мародерство. А плюс вот такие преступления, вот как с Гостомелем. Подождите, что делать с Курской этой, аферой этой? Ну, Сырский четко сказал, говорит, если б не корейцы, вообще все было по-другому. Да не, ну сырский сырок, генерал Сырок может говорить все, что угодно. Вопрос в другом. Есть преступления против своих солдат и своего народа. И причастны к нему три человечка. Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук и генерал Сырский. Вот и весь ответ. Вот, пожалуйста, весь ответ на вопрос, что на самом деле происходит. Я еще раз говорю, я молчу о коррупции. Сейчас, вот сколько сейчас времени у нас? Сколько времени? Ну, почти 8. Почти 8. Через 2 минутки. Через 2 минутки с Одесского порта должно выйти судно, загруженное соей, на котором уже кэш получили все там правоохранители, оформили этот незаконный, ну, вывоз, все, и оно должно пойти. Я буквально перед эфиром, Александр, это все запостил, написал обращение к генеральному прокурору, ДБР, главе службы безопасности. Ну, там яких 20 пропущенных звонков, я не знаю, от кого есть, но мы можем поставить эксперимент и в следующий вторник проверить. Уплыло судно. Цена коррупции на этом судне, выхода его из порта через таможню, $300 тысяч. 300 тысяч долларов. Я надеюсь, что пока мы закончим эфир, все будет закрыто. Но это же я надеюсь. Ну, все мы надеемся. Друзья, пожалуйста, доголосуйте в нашем опросе. И буквально у меня будет 2 момента уточняющих. Я хотел бы к другой вашей публикации Давайте. очень оперативно перейти. Вот смотрите, мы все, понятное дело, ждем 15 числа. Есть отдельные эксперты, умники, которые говорят, да ничего не будет.
Ну, мол, Не, успокойтесь. будет все. Оно Ничего не не будет. произойдет 15 числа, оно будет оформлено 15 числа. А происходить оно будет после, естественно. И вот понимаете, какой момент? Но когда сегодня местные паблики в Энергодаре писали, что было 4 обстрела, 4, и давно такого не было, чтобы за день, да, белым днем 4 обстрела. Плюс вы распространили информацию, и тоже местные паблики распространили, что горела территория Запорожской атомной электростанции. Речь идет о вот этом грузовом порте. Потом немножко там написали вроде местные, что там Камыш загорелся после тех же обстрелов, но пожар был знатный, вся в дыму и вся в огне Запорожская атомная станция. Плюс мы видим, что, ну это уже там моя информация, что Старобельск, это Луганская область, туда вообще как бы, ну вот смотрите, нет абсолютно никакого резона, но все равно идет дрон и бьет, уничтожает заправку. Ну вот обычную заправку, там где заправляют машины. Ну все там заправляют машины, и военные, и не военные, но таких вот ударов не было давно. Я так понимаю, что сейчас же гуляют две версии. По первой версии, Зеленский вчера собирал силовиков и говорит, делайте что хотите, какие угодно провокации, лишь бы не состоялся или как-то повлиять на вот этот саммит Трампа-Путина. По второй версии, это, кстати, по-моему, вы озвучивали тоже, да, о том, что наоборот всех собрал и сказал, значит так, спускаем все на тормозах, будет мир. Так что будет предпринимать Зеленский и что произошло сегодня на ЗАЭС? Смотрите, немного временные разные рамки, Александр. Я это говорил, и это он сделал где-то порядка 10-8 дней тому. За это время, как вы помните, резко изменилась, обострилась его риторика. О совещании вчера я сказать могу только то, что оно было. Чему оно было посвящено, я сказать не могу, поэтому могут быть любые версии, потому что обычно утечка идет, какая-то, а тут ее как бы не было. Это раз. Второе. По Запорожской атомной электростанции. Удары были, прилеты были, загорание было. Информация у меня не с Энергодара, не от украинской власти, у меня информация с мониторинговой группы МАГАТЭ. Оттуда я ее взял, оттуда я получил фотографии, и так далее, и так далее, и так далее. Которые потом разлетелись кругом. Вот. Значит, да, горел камыш, горели деревья, горел часть грузового порта, угрозы радиации нету, порт находится за пределами охраняемой зоны основной части станции. Там все заминировано, поэтому оно горело очень долго. Хотел бы обратить внимание наших зрителей на два момента, почему я считаю, что это взаимосвязанные вещи, направленные на срыв переговоров. Значит, первое. Наверное, многие из вас помнят историю с прилетом дрона на Чернобыльскую АЭС. Летел дрон на Киев, потом развернулся, улетел на Чернобыль, шарахнул в арку в эту. Инспекторов, экспертов МАГАТЭ туда не пустили, приволокли якісь ошметки какого-то дрона в Киев. Они, естественно, отказались писать, что это российский дрон, хотя он был российский, но непонятно, кто ему управлял, когда он летел на ЧАЭС. 30 дней, их не пустили даже не из-за дрона, накидать же что угодно можно было. Просто 30 дней горела арка, на которой украли все, что можно украсть.
и нахомутали, что можно было нахомутать. И не хотели этого показывать. Но главное было потом. Там за недельку смотрящие, подсматривающие от силовиков на Банковой выпили по рюмочке, и один там начал рассказывать, что никуда мы не уйдем, никаких выборов не допустим, будем воевать тут, если надо, и Киев сдадим. И вообще, вы видели, на Чернобыль прилетел, а так и на Хмельницкую прилетит, если что. Это один момент такой довольно интересный. Во-вторых, я знаю, как года полтора-два, надо уточнить, у меня записано, я писал об этом, наносились прямые удары по Запорожской атомной электростанции. Это было. И когда там спрашивали, люди говорят, что вы делаете, это радиация, ну, то есть, что вы делаете? Говорят, ветер в другую сторону. По-моему, там ветер в дупле или в голове, я не знаю, гуляет. Поэтому это вполне возможные вещи для того, чтобы спровоцировать Путина не ехать или Трампа там не говорить, обвинив, что это россиян. Ну, то есть сорвать встречу. И этот срыв, это даже не в интересах Зеленского, который беспокоится о своей там зеленой заднице. Это в интересах глобалистов, в интересах европейских этих лидеров, которые не хотят допустить сближения Соединенных Штатов и Российской Федерации. А для этого, как всегда, играют кого? Украину. Свежее заявление, мы в прямом эфире, 20:06. Друзья, поставьте лайк, нас больше 15 тысяч онлайн, подпишитесь на Мосейчука, подпишитесь на этот канал. Лайк — это очень хорошее, доброе дело, пожалуйста, поставьте его. Спасибо всем за поддержку, за там суперчаты, суперстикеры и другие формы поддержки канала. Значит, вооруженные силы Украины не выйдут из Донбасса, потому что это незаконно оккупированная территория Украины, заявил Зеленский. Донбасс для русских — это плацдарм для будущего нового наступления. Если силы обороны выйдут из Донбасса по своей воле или под давлением, начнется третья война. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, смотрите, видите, он делает уточнение. Или под давлением. Так а мир будет или не будет, если под давлением? Так через силу. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть идет большая игра. Контуры этой игры ни вы, ни я, ни даже Алексей Арестович, который пытается даром провидения владеть, не знаем. Почему? Потому что вот когда нарисуются какие-то очертания 15 августа на Аляске, вот тогда уже после этого будут другие разговоры и по-другому восприниматься действия. Пока это все поднятие ставок. ЗАЭС, заявление, Донбасс, а тут прорыв, а тут отрезают, а тут говорят там только ДРГ, а все, кто говорят, агенты Кремля, а агенты Кремля оказываются военнослужащими вооруженных сил Украины. Вот. Послушайте, по-моему, этот корабль сейчас там утопят в этой Одессе, потому что у меня он телефон уже по 25 звонков. Друзья, значит, пока Мосейчук разбирается с кораблем в Одессе, значит, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса, а не следующее. Как вы относитесь к уехавшим украинцам? 5% предатели и уклонисты, 19% выгодополучатели продолжения войны, 28% несчастные люди без скала и двора, и 48% трезвомыслящие и изгнанники. Вот так распределились, скажем, голоса зрителей. Ну, Мосейчук, который проголосовал за все 4 варианта. Ну, так нельзя, поэтому не голосовал. Что скажете? Ну, где-то плюс-минус, но так в процентном соотношении мы с вами обсуждали. В процентном соотношении. Потому что выделить, ну, я не могу выделить. Все украинцы разные, это действительно так. Ну, что поделать. Просто каким образом
все будет дальше происходить. Друзья, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо за поддержку и большое спасибо за то, что эти вопросы задаете. Сообщество YouTube, переходим сюда. Значит, здесь у нас, если на какие-то не успеем ответить, то Игорь Владимирович возьмет эту, напоминаю, да, в свою рубрику ответы на вопросы. Обязательно. Значит, поехали. Значит, Одессит пишет вам. Добрый день. Игорь, мягко говоря, я с вами нахожусь по разные стороны баррикад. Хотя вы в последнее время транслируете более адекватную позицию, чем раньше во времена Майдана, но тем не менее, я вам желаю только мира и добра. У меня к вам один вопрос. О каких своих поступках вы больше всего жалеете со времен, когда вошли в большую политику? Спасибо. Я уже не раз говорил и повторюсь, это то, что я повелся и проголосовал за внесение в Конституцию изменений о курсе Украины в НАТО. Алексей, дайте инсайт, почему третью штурмовую бригаду так берегут и не пускают спасать опасные участки фронта? Например, Покровску нужна помощь. Это правда, что они самые упакованные технически, но их берегут для какой-то более чистой работы? Смотрите, я не могу рассуждать, кого там берегут, куда двигают. Например, бригаду Нацгвардии Азов, части из нее переместили как раз на этот участок фронта. Значит, здравствуйте, Александра пишет. В украинском экспертном сообществе, включая экспертов вроде Игоря, часто обсуждаются теории договорняков в отношении продвижения российских войск. Последнее – это прорыв фронта на Донбассе. Другие военные победы России было то же самое. За 11 августа Россия освободила 112 квадратных километров. Свидетельствует о сложностях с принятием факта превосходства российской армии на линии фронта. И если да, то с чем это связано? С профессиональным украинством? Или с тем, что ВСУ освобождает, в кавычках, территории, которые никогда не были под контролем России? Вариант с договорнячком работал бы, если бы фронт стоял и не двигался. Однако за последние месяцы Россия больше, чем на 1500 квадратных километров двигается. Смотрите, я честно всегда говорю, что Россия на сегодняшний момент имеет перевес и успех на земле. Я не говорил о договорняках до вчерашнего дня. По вчерашнему вопросу там очень такая интересная ситуация. Дело в том, что со всеми возможностями нынешними российской армии брать Славянско-Краматорский укрепрайон, она бы этим занималась где-то годика полтора-два. Поэтому есть вариант только один. Это вариант охвата конгломерации и принуждения к выходу из нее. Были ли договорники по выходу с определенных конгломераций? Были. И слава богу, люди живы остались. Были. Тут была попытка совершить то же. Я не знаю, это результат тупоумости, невозможности командовать этими подразделениями, которые там были, или специальная игра. То, что мы обсуждали, я не могу утверждать. Я не утверждаю ни одного, ни второго. Но мне кажется, как один из вариантов не договорняк обсуждать, а игру в отступление для того, чтобы сохранить политическое лицо. Мирослав, здравствуйте. Если война прекратится по линии ЛБС, то как Зеленский объяснит народу, зачем были эти 3,5 года страданий и смертей? А если не по линии ЛБС, то сомневаюсь, что в пользу Украины, так как сил у нее на продвижение нет, а вот в России продвинется, и Зеленский тоже ничего не сможет объяснить. Итак, вопрос. Если войну прекратить сейчас, будет гражданская война, и ответит ли Зеленский и команда, что наделала и Путин тоже? Спасибо. Первое. Я думаю, гражданской войны не будет. Второе. Я думаю, что Зеленскому надо будет бежать, потому что ответить на ваш вопрос невозможно.
Ну, это не, я его задаю каждый эфир, Александр часто задает. Это никто не может объяснить. Единственный первый вопрос, который ему будет задан, не о коррупции, не о том, не о сём, а за миллион жертв, потерянные территории, в хлам уничтоженную экономику и промышленность, заради чего? Естественно, ответа не будет, потому беги, Вова, беги. Более того, я думаю, ну, я скажу так, инсайд, но без фамилии, с вашего разрешения. В Соединенных Штатах рассматривают, согласовывают кандидатуру на должность главы переходного правительства. Юлька. Не, Не не, Юлька. не, это не действующий политик. Ага, ну тогда не будем пытать. Не, ну, конечно, интересно. Ну, Это человек, который имеет опыт, громадный опыт, но это не действующий ныне политик. мгм. Значит, следующий вопрос. Он находится в стране, поэтому я не буду называть во избежание, вы понимаете, да, зачем. Следующий вопрос. Добрый день, Денис пишет. Согласны ли вы с утверждением, что пропаганда «Амой» в Азове заложена на раскол общества в ближайшее будущее, так как боятся, что после войны будут спрашивать с власти, а так, получается, уже разгоняют новую политсилу? Смотрите, к выборам готовятся многие. Если среди них Азов, есть и Азов, и третья штурмовая. Разные силы их финансируют, финансовые промышленные группы где-то сходятся, где-то расходятся. Скажу вам так, не преувеличивайте, пожалуйста, милитаризованность общества. Я сегодня там общался с людьми, которые проводили реальный социологический опрос на территории родины Владимира Александровича Зеленского, на территории Днепропетровской области. Так вот, Зеленский имеет 12%. Военные проекты не превышают 5%. Поэтому говорить о том, что милитаризованность общества выше 50%, да, то, что нам пытаются, ну, все это сказать, этого нету. Есть сумасшедший запрос на мир, на мирную повестку, на остановку войны, на продолжение жизни, на прекращение противостояний в средине. Поэтому я не верю в то, что это может расколоть. Это действует только в средине определенного сегмента, ну, общества. Вот и все. Так, значит, и чат трансляции, люди, которые пишут онлайн. Андрей Гамаюнов. Игорь, скажите, пожалуйста, Зеленский боится радикалов и сможет отвести войска в случае принятия такого решения? Самым большим радикалом, который не думает головой, не думает о своей стране, является сам Зеленский. И его надо бояться больше всего. Он как сделает радикально, так и это самое, так и радикалит потом. Я знаю многих националистов, многих людей радикальных взглядов, которые трезво смотрят на ситуацию, трезво понимают, что происходит. Смотрите, я вот честно, Александр, вы не смотрели, вчера был маленький ролик Ольги Богомолец? О том, что 180 лет и украинцев не станет? Да, без учета войны и учета миграции. То есть на 3 поделите еще и получите цифру. Но это же страшно, понимаете? И любой здравомыслящий патриот, если он патриот, националист, если он националист, он понимает, либо смерть нации и потеря государственности, либо сохранение и развитие. Ну, если он патриот и националист, он выберет, естественно, сохранение и развитие. М, Значит,
Ой. В общем, люди пишут, значит, люди пишут разное здесь. Спасибо большое за остроумие. Значит, Джон Смит и ряд других пользователей говорят, что Ющенко неужели? Нет. Ну, слава Нет. богу. А то там... Я не буду это самое, я не, ну, давайте не будем гадать, это, ну, это не Виктор Андреевич, это не из президентов, ну, Мгм. Не, ну потом... ну, это человек с опытом. Ну, потому что начнется, знаете, там, Ющенко, тут, там, ну, в общем, такие моменты. Значит, Я вопрос... скажу так, смотрите, как по мне, этот человек воспринимается как адекватный хозяйственник и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Российской Федерации. Вот так я скажу. Слово «хозяйственник» — это хорошая подсказка. Значит, Ну и в Украине, кстати. Он живет в Украине, чтобы на то хозяйственника не подумали. ну да, главное, что из Украины. Тем более круг сужается, в общем, можно попробовать Да. догадаться. Значит, Игорь спрашивает по поводу, да, здесь был по поводу языка вопрос. По поводу русского языка, будет ли обсуждаться в Аляске? Да, вот по поводу языка, будет ли эта тема обсуждаться в Аляске и какие территории Украине не жалко будет отдать по итогам встречи. Честно скажу, первое, язык обсуждаться в Аляске не будет. Я думаю, это где-то на уровне рабочих групп. Что касается территорий, честно, каждого сантиметра жалко. И тот, кто скажет, что не жалко, он будет врать вам, друзья. Ну, будет врать. Ну, зачем? Жалко. Жалко, но тут же надо понимать, заради чего, что происходит. Это уже другой вопрос. Но жалко. Ну, вы, если вынуждены продать какую-то вещь или, не дай бог, пойти с ней в ломбард, вам ее жалко или нет? Жалко. Вы сами ответили на свой вопрос. Ну как может быть не жалко своих территорий? Ну это, ну тогда ты непонятно кто. Мне очень так нравятся наши зрители, они говорят: Саша, правильно говорить на Аляске, это типа как остров или полуостров. Смотрите, Аляска — это штат, поэтому можно в Аляске, можно на Аляске, в общем, можно как хотите. Спасибо. Я написал, я перебью, Александр, я написал на Москве в каком-то, ну, этом самом. Ну, разве что на Москве-реке, да. То прибежало там это самое, и вот это что-то, я говорю, подождите, ну почему на Украине вы считаете можно, а на Москве нельзя? Так Не, Москва-река есть, понимаете, а этот самый. да, ну, в общем, друзья, всем большое спасибо. Будем ждать, конечно, встречи Трампа и Путина на Аляске. Игорь Владимирович, благодарю за время и мысли. И в Аляске, и на Аляске, главное, чтобы был результат, мир, спокойствие и процветание. Вот. И чтобы кораблик в Одессе остановили. Сейчас надеемся. Написали, что предпринимают все возможные меры. Нам будет с Александром начать с чего разговор на следующем эфире. Спасибо всем. Благодарю, друзья, за то, что ставите лайки. Подписывайтесь, не забывайте. Берегите себя и друг друга. Увидимся. Счастливо.